Никогда, слышишь? Никогда не отвечай ей ночью. Даже если тебе покажется, что это просто дурацкий розыгрыш. Просто удали приложение, выключи телефон и попытайся уснуть. Именно эти слова Серега произнес тем вечером, когда мы впервые наткнулись на упоминание о детке-конфетке. Мы сидели в нашей тесной комнате в студенческом общежитии. На старом ободранном столе стояли 3 пустые бутылки дешевого пива. В углу гудел старый холодильник «Бирюса», а на экране моего потрепанного ноутбука крутился очередной стрим с разбором городских легенд. Обычный серый четверг. Нам обоим было по 21. Мы готовились к сессии, лениво пролистывая конспекты и убивая время за глупыми видеороликами. «Да хорош тебе нагонять жути, Серый!» — усмехнулся я, отхлебывая теплое пиво. «Что еще за бред? Очередная пугалка для 13-летних девочек, чтобы они перед сном под одеялом дрожали». Серега не ответил на мою улыбку. Он как-то странно натянулся, его плечи приподнялись, а пальцы, сжимающие пластиковый стаканчик, побелели от напряжения. Он посмотрел на меня взглядом, в котором не было ни капли веселья. «Это не просто пугалка, Антон», – тихо сказал он. «В ТикТок есть аккаунт, называется «Детка-конфетка». Сначала все думают, что это обычный блогер. Но если она выбирает тебя и присылает сообщение, все, считай, твое время пошло». И что дальше? Я попытался перевести все в шутку. «Приедет розовая карета и заберет меня в страну мармеладных мишек? Через 3 дня ты умрешь», — абсолютно серьезно отрезал Серега. «И смерть эта будет такой, что ты сам будешь умолять ее закончить все побыстрее». Из коридора донесся громкий хохот наших пьяных соседей. Кто-то врубил музыку на полную мощность. И этот контраст между веселым студенческим хаосом и ледяным тоном Сереги показался мне особенно жутким. Но я быстро справился со своим минутным замешательством и заржал. «Серый, тебе надо завязывать с энергетиками и крипипастами. Ты скоро в бабайку под кроватью верить начнешь». Серега не засмеялся, он молча отвернулся к окну, уставившись на грязное стекло, за которым качались мокрые ветки тополей. И именно это молчание, эта глухая, тяжелая серьезность моего друга мне тогда не понравилось больше всего. Внутри шевельнулось неприятное, липкое предчувствие. Глава 2. Розовый пластик и запах жженого сахара. Разумеется, как только Серега ушел к себе, я открыл ТикТок. Любопытство – самый дешевый и самый опасный наркотик. Аккаунт с ником «Детка-конфетка Official» нашелся за пару секунд. На него было подписано больше 5 миллионов человек. Цифра оказалась нереальной для столь специфического контента. Аватарка профиля – молодая девушка, одетая в ярко-розовое худи. Ее лицо полностью скрывала дешевая пластиковая маска зайца с длинными ушами. Маска выглядела старой, втрескавшейся на щеках, с неестественно круглыми прорезями для глаз, за которыми зияла абсолютная непроглядная темнота. Я пролистал ленту. Десятки коротких видеороликов, все они были смонтированы в одном стиле. Девушка в маске зайца танцует под детские, задорные, но и неестественно замедленные песенки. Ее движения оказались странными, слишком резкими, дерганными
будто суставы в ее теле работали не так, как у обычных людей. Время от времени она подносила к маске огромный круглый леденец на палочке и делала вид, что облизывает его, издавая при этом громкое, сочное чмоканье. И в конце каждого, абсолютно каждого ролика на экране появлялся текст, написанный кривым детским почерком: «Сладких снов, мои хорошие». Но по-настоящему жутко становилось, когда открываешь комментарии. Под каждым видео тянулись бесконечные простыни текста. «Пожалуйста, прекрати. Она написала мне вчера. Я слышу этот хруст в коридоре. Ребята, это не шутка. Мой старший брат пропал 3 дня назад после того, как показал мне скриншот ее сообщения. В его комнате пахнет карамелью, а его самого нигде нет. Главное, не открывайте сообщения после 3 часов ночи. Если откроете, она поймет, что вы не спите. Если услышишь хруст леденца, беги. Она уже в твоем доме». Я читал это и чувствовал, как по спине пробегает легкий сквозняк. Конечно, мой разум упрямо твердил, что это великолепно продуманный вирусный хоррор-маркетинг. Возможно, какая-то инди-студия готовит к выходу новую игру или фильм ужасов. Миллионы подростков просто подхватили тренд и подыгрывают создателям. Это было логично. Это было безопасно для моей психики. Я закрыл приложение, выключил ноутбук и лег спать, решив, что завтра же подшучу над Серегой, подкинув ему под дверь горсть карамелек. Как же сильно я ошибался. Глава 3. Пятница. Первое касание. Это случилось в ночь с пятницы на субботу. Я проснулся от того, что моя кровать мелко дрожала. Источником вибрации был мобильный телефон, лежавший на тумбочке прямо у моего уха. Сонный взгляд скользнул по экрану. 3:13. На черном стекле ярко светилось системное уведомление от TikTok. «Детка-конфетка отправила вам личное сообщение». Мое сердце сделало глухой тяжелый удар. В горле мгновенно пересохло. Сон как рукой сняло. Я сел на кровати, чувствуя, как холодный пот начинает течь по спине. Проклятое совпадение. Слишком точное, слишком кинематографическое. Наверняка Серега решил меня проучить и настроил как-то мой отложенный автоотправщик или попросил кого-то из знакомых зарегистрировать фейковый аккаунт. «Да пошел ты, Серый!» – прошептал я в темноту комнаты, пытаясь придать себе уверенность собственным голосом. Палец сам потянулся к экрану. Я разблокировал телефон и открыл чат. Там не было текста, там была фотография. Я присмотрелся, и весь воздух из моих легких будто выкачали мощным насосом. На фото была моя кухня, моя маленькая обшарпанная кухня в съемной однушке, куда я переехал из общаги всего пару месяцев назад. На снимке, сделанном со стороны коридора, за столом сидела фигура в ярко-розовом худи. Лицо скрывала та самая белая маска зайца. Фигура слегка наклонила голову на бок, уставившись пустыми глазницами прямо в объектив. А на кухонном столе перед ней стояла моя любимая кружка. Керамическая темно-синяя кружка с характерной полукруглой трещиной на ручке, которую я сам случайно склеил суперклеем на прошлой неделе. У меня вдруг все заледенело. Кровь застучала в висках с такой силой, что перед глазами поплыли темные пятна. Это не мог быть Серега. У него не было ключей от моей новой квартиры. Ни у кого не было ключей, кроме меня и хозяйки. Тихой старушки, которая сейчас мирно спала на другом конце города. Я медленно, стараясь не издавать ни звука,
опустил ноги на холодный линолеум. Квартира была погружена в гробовую тишину. Лишь за окном тихо шелестел дождь. Я подошел к двери спальни и заглянул в темный коридор. В конце него находилась кухня. Дверь туда была приоткрыта. Из узкой щели не лился свет. Там царила кромешная тьма. Сделав глубокий вдох, я включил фонарик на телефоне и быстрыми шагами направился на кухню, готовый закричать или ударить любого, кто там окажется. Я ворвался туда, резко взмахнув рукой с телефоном. Свет выхватил из темноты плиту, холодильник, пустой обеденный стол. Никого, ни души. Окно закрыто изнутри на защелку. Входная дверь заперта на 2 оборота замка. Но на столе стояла синяя кружка, ровно в том же положении, что и на фотографии. А прямо рядом с ней лежал леденец. Большой, идеально круглый, насыщенно красного цвета, похожий на застывшую лужицу крови. На идеально белой пластиковой палочке. От него исходил слабый, химически слабый аромат клубничного сиропа. В этот момент телефон в моей руке снова бешено задрожал. От неожиданности я чуть не выронил его. На экране высветилось новое сообщение от того же аккаунта. «Не бойся, я просто зашла поздороваться». Я судорожно нажал на кнопку питания и удерживал ее, пока экран полностью не погас. Руки тряслись так, что я едва не выронил трубку на пол. Я стоял посреди темной кухни, боясь пошевелиться. Сердце колотилось в ребра, как пойманная птица. И в этой звенящей, напряженной тишине из глубины квартиры, возможно, из коридора или из темного угла самой кухни, донесся отчетливый резкий звук. Хруст. Будто чьи-то крепкие зубы силой раскусывали твердую карамельку. Я закричал, бросился в спальню, захлопнув дверь и задвинув ее старым тяжелым комодом. Уже ночь я так и не сомкнул глаз. Глава 4. Суббота. Липкий туман. Утром серый дневной свет принес небольшое облегчение. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь грязные стекла, сделали ночной кошмар нереальным, похожим на затянувшийся сонный паралич. Это просто розыгрыш. Очень технологический, очень дорогой, но розыгрыш. Твердил я себе, судорожно упаковывая вещи. Но красный леденец, сиротливо лежавший на кухонном столе, разрушал всю мою защиту. Он был реальным. Я взял его кухонными щипцами, не желая прикасаться к нему руками, и силой швырнул в мусоропровод. Через полчаса я уже стоял у двери Сереги в общежитии. Я колотил в нее кулаками до тех пор, пока он не открыл. Серега выглядел ужасно. Огромные синяки под глазами, сколоченные волосы, бледная, почти прозрачная кожа. Когда я, торопливо, путая в словах, рассказал ему о ночном происшествии, показал телефон, он не удивился. Он просто молча отступил назад, пуская меня в комнату, и закрыл дверь на все замки. «Ты ответил ей?» – тихо спросил он, его голос дрожал. «Нет, конечно. Я же помню, что ты говорил, я просто выключил телефон». «Фотографию открывал?» «Ну да, чтобы посмотреть». Серега тяжело вздохнул и закрыл лицо руками. «Да, поздно, Антоха. Картинка – это визуальный триггер. Как только ты открываешь файл, программа или то, что стоит за этим аккаунтом, получает доступ к твоей геолокации. И не только к ней. Она видит тебя». «Да перестань ты.
Я сорвался на крик, пытаясь заглушить собственный страх. Кто она? Какой-то хакер? Сумасшедший фанат? Давай пойдем в полицию, напишем заявление о преследовании, взломе квартиры. Вместо ответа Серега молча подошел ко мне и начал медленно закатывать правый рукав своей заношенной серой толстовки. На его предплечье от запястья до самого локтя тянулись глубокие уродливые шрамы. Они выглядели так, словно кто-то несколько раз полоснул по руке осколками толстого стекла или острыми краями колотой карамели. Рваные, воспаленные края кожи только-только начали затягиваться. «Мне тоже пришло сообщение месяц назад», — хрипло произнес Серега. «Я тоже подумал, что это шутка», — ответил ей. Написал: «Иди нахер, клоун». А через час проснулся от того, что она сидела на моей кровати. Она не тронула меня тогда, просто провела по руке своим леденцом. Он был острый, как бритва. Я орал так, что сбежался весь этаж. Но когда ворвались парни, в комнате никого не было, только запах сахара. С тех пор я не сплю нормально. Я сижу на таблетках, но это не помогает. Он подошел к столу, на котором в беспорядке валялись пустые блистеры от успокоительных и снотворных. Она приходит на третий день, Антон. Сначала сообщение, на вторые сутки визуальный контакт, когда ты понимаешь, что она уже внутри твоего личного пространства. А на третий день она забирает то, что ей нужно. Что ей нужно, Серега? Я схватил его за плечи и сильно тряхнул. Что ей нужно от нас? Он посмотрел на меня пустыми, воспаленными глазами. Твоя сладость, твоя жизнь. Я не знаю, никто не знает. Те немногие, кто выживал после встречи со второй фазой, сходили с ума или навсегда замолкали. Я ушел от него в полном смятении. Весь день я бродил по городу, боясь возвращаться домой, но город не приносил спасения. Кошмар второй стадии начался незаметно. Примерно в 3 часа дня я почувствовал запах. Это был густой, приторный, удушающий запах жженого сахара и дешевого клубничного ароматизатора. Он был настолько сильным, что у меня запершило в горле. Я зашел в вагон метро. Запах преследовал меня там. Я вышел на улицу. Порывы холодного осеннего ветра должны были развеять его, но нет. Аромат липкой карамели словно приклеился к моим носоглотке и легким. Он въелся в мою одежду, мои волосы. Люди вокруг шарахались от меня, прикрывая носы, а я шел, едва сдерживая рвотные позывы. Когда я вернулся домой, мой телефон, который я точно зарядил в ноль и выключил еще днем, вдруг сам по себе завибрировал в кармане. Экран вспыхнул ядовито-розовым светом. На нем красовались десятки пропущенных уведомлений от TikTok и одно новое сообщение. Пальцы сами, подчиняясь какому-то болезненному импульсу, открыли файл. Это была видеозапись. Камера двигалась очень медленно, плавно, словно плыла по воздуху. Съемка велась в моей спальне. На кровати лежал я. Я спал, раскинув руки. Мое лицо было напряжено во сне. Камера приблизилась вплотную к моему лицу. Из динамика телефона послышалось тяжелое, прерывистое дыхание сквозь пластиковую маску. А затем тихий, свистящий женский голос прошептал прямо в микрофон: «Какой сладкий, мой маленький леденчик!» Видео резко оборвалось. Я с криком выронил телефон на пол. Корпус треснул, но экран продолжал гореть.
Меня колотило в настоящей лихорадке. Но ужаснее всего было другое. В самый последний момент, перед тем, как видео выключилось, в кадр попал правый угол моей комнаты. Там стоял старый платяной шкаф. Его дверца была приоткрыта. Из этой темноты, среди вешалок с моей одеждой, в камеру смотрело существо. Оно было неестественно высоким, невероятно худым. Его длинные, суставчатые конечности были сложены самым причудливым образом, словно у огромного паука. На его безликой голове сияла белая пластиковая маска зайца, искривленная в жуткой, неподвижной улыбке. Оно сидело в моем шкафу, пока я спал. Глава 5. Бездна в квартире Сереги. К вечеру субботы я понял, что больше не могу находиться один. Я звонил Сереге каждые 5 минут, но его телефон был вне зоны доступа. Внутри нарастала глухая паника. Я накинул куртку и поехал обратно в общежитие. Улицы города казались чужими, нарисованными. Прохожие выглядели как бездушные манекены. Мне казалось, что за каждым углом, за каждым деревом мелькает розовая ткань худи и длинные пластиковые уши. Когда я поднялся на 4-й этаж общаги, меня встретила странная, неестественная тишина. Обычно шумный коридор, где вечно кто-то орал, играл на гитаре или жарил картошку, сейчас казался вымершим. Дверь в комнату Сереги была приоткрыта. Из узкой щели веяло холодом и тем самым, уже знакомым до тошноты, приторно-сладким запахом кондитерской глазури. «Серега!» – позвал я, толкая дверь. Она со скрипом отворилась. В комнате было темно. Единственным источником света был лежащий на полу мобильный телефон. Его экран пульсировал ядовито-сине-розовым светом, отражаясь на облупившихся стенах. «Серый, это не смешно, выходи!» Мой голос сорвался на писк. Я сделал шаг внутрь и тут же наступил на что-то твердое. Под подошвой моих кроссовок раздался хруст. Я посветил фонариком под ноги. Весь пол в комнате был усыпан леденцами. Тысячи круглых красных конфет на белых палочках ковром покрывали линолеум. Некоторые из них были раздавлены, превратившись в липкую острую крошку. Из глубины комнаты, из темного угла за шкафом, донесся звук. Хруст, хруст. Будто кто-то с жадностью пожирал эти конфеты вместе с палочками. Я медленно перевел луч фонарика туда. На полу спиной ко мне сидел Серега. Его плечи мелко подрагивали. Он был одет все в ту же серую толстовку, но теперь она была насквозь мокрой на спине. «Серег, слава богу, ты здесь! Поехали отсюда, поехали ко мне или в гостиницу, снимем номер». Он начал медленно, очень медленно поворачивать голову в мою сторону. Движение было неестественным, сопровождающимся сухим щелчком в шейных позвонках. Когда луч фонарика выхватил его лицо, из моей груди вырвался хриплый, задушливый крик. Вся нижняя часть лица Сереги была разорвана. Его рот был набит круглыми красными леденцами до такой степени, что щеки раздулись, а губы лопнули по углам, истекая густой, темной смесью крови и липкого сиропа. Конфеты торчали из его рта, как уродливые стеклянные зубы. Но самое страшное было выше. Его глаза. Их больше не было. Глазные упадины были заполнены застывшей, глянцевой массой темно-красного цвета, будто кто-то залил в них кипящую карамель прямо из кастрюли.
выжигая живую плоть и превращая глазные яблоки в два кошмарных блестящих леденца. Серега попытался что-то сказать. Из его забитого горла вырвался лишь глухой, булькающий хрип. «Она уже здесь!» В ту же секунду экран его телефона на полу вспыхнул ярче. Лампочка под потолком мигнула, затрещала и с громким хлопком лопнула, осыпав нас стеклянным дождем. Комната погрузилась в полную темноту. В этой темноте прямо передо мной кто-то тихо, заливисто засмеялся. Это был тонкий, чистый детский смех, который в данных обстоятельствах звучал как абсолютное безумие. Я судорожно взмахнул телефоном, включая фонарик. В углу комнаты, прямо за спиной изуродованного Сереги, стояла она. Высокая, неестественно пропорциональная фигура. На этот раз на ней было грязно-розовое платье, похожее на детский сарафан, надетый на взрослое, истощенное тело. На лице тускло блестела белая маска зайца. На пластике появились новые глубокие трещины. Сквозь них, казалось, сочилась какая-то черная, густая жидкость. В своих длинных, тонких руках, заканчивающихся тонкими костлявыми пальцами, черными ногтями, она держала огромный леденец. Он был острым, как копье, и с его кончика на пол медленно капала густая красная жидкость. «Сладких снов», – произнесла она. Этот голос, я никогда его не забуду. Он звучал так, словно одновременно говорили два человека. Маленькая невинная девочка и дряхлая злобная старуха, чьи голосовые связки давно сгнили. Она сделала шаг вперед, ее ноги двигались абсолютно неправильно. Кости в коленях сгибались назад, как у птицы или у какого-то насекомого, издавая при каждом движении сухой леденящий душу треск. Хруст, хруст. Это ломались ее собственные суставы, подстраиваясь под движение. Я не помню, как выбежал из комнаты. Мое тело действовало на чистых инстинктах самосохранения. Я летел по коридору общежития, сбивая плечами стены. Скатился по лестнице, едва не сломав ногу, и вылетел на улицу под проливной дождь. За спиной из темных окон 4-го этажа мне вслед доносился заливистый, счастливый смех детки-конфетки. Глава 6. Воскресенье. Последний сахар. Я забаррикадировался в своей квартире. Входная дверь была заперта на все замки, а поперек коридора я стащил все, что у меня было. Тяжелый дубовый комод, холодильник, который я с ревом и слезами волок по линолеуму, кухонный стол и стулья. Я создал настоящую баррикаду, надеясь, что физические преграды смогут остановить то, что шло за мной. Я сидел на полу в кухне, прижавшись спиной к стене. В правой руке я сжимал самый большой кухонный нож, хотя в глубине души понимал, насколько это бесполезно. Мое лицо было мокрым от слез и холодного пота. Наступил 3-й день. Воскресенье. Мой последний день. Время тянулось невыносимо медленно. Каждая минута казалась часом. Запах жженого сахара стал настолько плотным, что его можно было буквально почувствовать кожей. Он оседал на лице липкой, невидимой пленкой. Мне казалось, что если я сделаю глубокий вдох, мои легкие просто склеятся изнутри. Мой телефон лежал в паре метров от меня, экраном вниз. Я поклялся себе, что не прикоснусь к нему. Но около 3 часов ночи комната снова озарилась ядовито-розовым светом. Телефон не просто зазвонил,
Он заиграл ту самую детскую, замедленную песенку из видеороликов TikTok. Мелодия звучала тихо, с какими-то металлическими помехами, но от этого она становилась еще более зловещей. Экран сам перевернулся и загорелся. В нем высветилось новое сообщение. «Открой дверь. Малыш, тебе понравится мое угощение». В этот же миг снаружи, со стороны подъезда, раздался тихий, деликатный стук в дверь. Тук, тук, тук. Я затаил дыхание. Нож в моей руке дрожал так сильно, что лезвие выстукивало дробь по моим коленям. За стуком последовал другой звук, странный, шуршащий. Кто-то медленно, с наслаждением скребся по металлической обшивке двери длинными острыми когтями. «Детка!» Раздался тонкий, приторно-сладкий голосок прямо из-за двери. Казалось, тот, кто говорил, прижался губами прямо к замочной скважине. «Я принесла тебе конфетку, красную, твою любимую. Открой дверку, мой хороший». Я зажал уши руками, зажмурился и безмолвно крикнул в темноту, молясь любым богам, чтобы это закончилось. Слезы текли по моим щекам, смешиваясь с грязью. Ручка входной двери начала медленно, с натужным металлическим скрипом, опускаться вниз. Щелк. Она опустилась до упора. Наша баррикада из мебели задрожала. С той стороны в дверь начали давить. Сила этого давления была чудовищной. Тяжелый холодильник начал медленно сдвигаться, издавая скрежущий звук по линолеуму. Из щели между дверью и косяком в квартиру начал струиться густой белый пар, пахнущий кипящим клубничным сиропом. Я понял, что бежать больше некуда. Это был конец. Эпилог. Из рапорта лейтенанта полиции А.В. Смирнова. Вызов поступил от жильцов дома номер 14 по улице Строителей. 4:20 утра. Соседи сообщили о продолжительных, неестественно громких человеческих криках, доносившихся из квартиры номер 42. Прибывший на место наряд обнаружил, что дверь квартиры заперта изнутри на все замки и дополнительно заблокирована тяжелой бытовой техникой. После вскрытия двери сотрудниками МЧС в квартире не было обнаружено признаков присутствия посторонних лиц. Хозяин квартиры, гражданин Антон Д., 2005 года рождения, бесследно исчез. В комнатах зафиксирован стойкий химический запах кондитерских изделий. На полу кухни был найден работающий мобильный телефон марки iPhone, принадлежащий пострадавшему. На экране устройства было запущено приложение TikTok с открытой прямой трансляцией аккаунта «Детка-конфетка». На видеозаписи в режиме реального времени фигура в розовом платье и пластиковой маске зайца совершала танцевальные движения. На заднем плане, в неосвещенном углу помещения, на стуле сидел молодой человек, внешне полностью идентичный пропавшему Антону Д. Его глаза были закрыты темным, блестящим веществом, напоминающим карамелизированный сахар. Субъект не двигался, за исключением ритмичных движений челюсти, имитирующих сосание леденца.